слово орден и церковь – это совершенно разные вещи. Орден от суверен. Настоящий орден. Вот иллюминаты – это не орден. Потому что слово орден может давать только госпитальеры. Дали грамоту. Так по римскому праву устроено. В самом начале вот этого тысячелетия, где сменилось уже 4 цивилизации, в самом начале орден госпитальеров отстоял и признан был захватчиками, которые захватили землю в ночи сварога, пекельными сущностями и цивилизациями. Он отстоял, назван, признан понтификом, высшим сувереном. И орден госпитальеров миловал тогда понтификов на том условии, что они будут заниматься только духовными практиками и будут развиваться на прекрасной земле, не трогая свободы людей, что они, конечно, нарушили. Да? И каждый раз, когда они собираются сокрушить, уничтожить человечество, всегда просыпался этот древний орден. А орден был образован кругом витязей богини Тары. А Тарх и Тара – это хозяева земли, дети Перуна. Это полярная звезда Тара. И вот все эти знания, это, так я вам только чуть-чуть подчеркнул, это та основа, почему мы являемся, значит, в ордене госпитальеров, значит, да, встали и идем. Но вопрос еще в другом. Все те ордена, которые там существуют где-то в Ватикане, это псевдоордена. То есть они как подражают? Это псевдоордена. Ну вот Джим Керри захотел, сделал еще один орден тамплиеров, там, понимаете, вот, захотел. Что-то еще там. И наделали вот этих всех, вот этих, ну как бы, деструктивных структур, которые действительно, я бы не сказал, они делают работу. Орден не может делать деструктивную, разрушительную работу. Орден всегда свет. Орден святой, это светом витой. Понимаете? И Яван Рус Салим, это мало кто понимает значение этих слов, глубину этих слов, а паразитам я вообще не рекомендую их произносить. Вообще рекомендую, потому что они сразу получат то, что там должны получить. Да. И что такое, почему в иерействе, да, ну, которое сейчас говорят еврействе, они взяли на себя сан священнослужителя, семитские племена некоторые, и называют себя таким образом. Почему они говорят, что Иерусалим? Почему слово «рус» присутствует? И «салим». Кстати, да. Да. А что такое Салим? Салим — это, почитайте, Коран, там эти строки сохранены. Это бог заката. Это высший бог, которого знает пекельный мир. Это один из наших ведических богов, но для пекельного мира он выше. И как бог он может щелчком уничтожить бесов, всех этих суккубов, демонов, демонические миры, которые в пекельном мире собирались. Элементарно, одним щелчком руки или мыслью и так далее. Поэтому они всегда боялись это. Именно страх управлял всегда в пекельных пространствах. И они боялись. Но страх — это свет Творца, усиленный созиданием. Для светлого человека страха не существует. Это неизведанно, а неизведанно надо ведать. Ведать по праве. Везде, во всех по-светлому. То есть, если неизведанная яма, не значит, что надо прыгать и разбивать голову. Опусти микрофончик, видеокамеру, поизучай, что там происходит. Построй лестницу, если ничего опасного не найдешь. Ну, я так уж говорю образно, понимаете? Ведать-то надо по-светлому, грамотно. Это вот называется ведать. Вот. И поэтому страх для них это продукт, значит, продукт контроля и, значит, управления ихнего, да, господства. А для светлого человека страх — это не ведаю, значит, изведаю. Наоборот, Творец дает, надо идти, ведать дальше. Чего там, значит, у меня есть путь, значит, есть чем заниматься. Не все пройдено, это значит жизнь. Вот какой процесс. И здесь вот надо подходить в этом, раскрывать эти слова, значения, понимание. А то уже весь интернет забит буквицей, образами и так далее. Он что-то не хочет их склеивать никак. Вот, понимаете, вот он не хочет задумываться. Он видит, вот это меня особенно удивляет, доброго времени суток. Понимаете?
от слова «здравствуйте» отказались, от слова «привет» отказались, от слова там даже «хай» отказались. В чем дело? Доброго времени суток. И когда вот это вот дун-дун-дун-дун, я говорю, ну, доброго. Добро – это материальное, Да. время – это пространство, материального пространства в сутки вам, ну, прибудет, благодарю. Значит, это как раз вот люди на хозяйстве сидят, я чувствую, к такому, к добру тянутся. Добро – это плотно материальное, а благо – это тонко материальное. И когда человек говорит добрый, это не означает, есть благой человек, который дает тонкоматериальное, значит, добро, да? Есть добро, которое плотно материально. Поэтому дом горит, спасает добро. Понимаешь? И добрый – это значит зажиточный человек. У него есть. И когда, так как он человек, он всегда, так как у него есть чего-то много, он всегда даст тому, у кого этого мало. Поэтому отсюда идет, что добрый человек. Все рассуждения, слова идут из позиции светлого человека, а не современного того, так сказать, генотипа вот этого мозга и сознания, которого сейчас воспитали в этом диком капитализме, где извратили сознание человека и в высший уровень поставили не человека, семью и род Всевышний, да, поставили инструмент, который служит человеку, капитал. То есть поклонение капиталу. Это что это такое? Ну, это вот, я считаю, что те, кто поклоняется капиталу, они осознанно деградируют. Деградируют очень быстро. И они придут туда, вот жил, развивался, воплощался там в мирах, да, пришел все-таки высокий уровень человека, сознания, там, общения, там, творения, ставил на путь Творца и вцепился куда? В догму несуществующую. То есть, и вот по этой догме капитал пошел, обрезал себя, показал сам себе, что все, что в тебе было, настоящего божественного, ты отбросил, ты принял для себя решение, что тебе это не нужно, тебе нужно только вот это, и куда он придет? Ну, придет к бумажке. Куску металла, который он даже осознать не сможет, потому что у него уже голова, так сказать, к сожалению, не работает. Вот. И тут обмануть никого не получится. Есть люди, которые, ну, как бы обрели определенные финансы, вот эти финансы, которые не наполнены, фиатные финансы, они наполнены как раз деструктивными энергиями, да, и обрели, чем больше их эти энергии обретает человек, тем на самом деле он больше на себя испытывает воздействие деструкции. Почему говорят, маленькие деньги, маленькие проблемы, большие деньги, большие проблемы, да? И вот либо надо иметь силу и волю и могущество сдерживать это воздействие этих энергий и правильно этот инструмент применять, так сказать, там, где он нужен, да? Либо нужно принять сущность этих энергий, а сущность как раз деструктивная. И те, кто принимает сущность этих энергий, добровольно превращаются вот в то, чего не ведая, но залезли, понимаете, в яму вот прыгнули, вот, не разведав что-то, потому что надо сначала, видите, разведать, тоже ведать, а потом уже что-то делать и предпринимать в этом плане. Вот, поэтому надо возвращаться на золотой стандарт. Золотой стандарт именно наполненный системным золотом, не тот, который перевозится из банка в банк, это золото товарное, это золото не имеет тех энергий, которые сакральные, которые заложены в настоящем золоте. То золото это источник, лежащий под землей на уровне 10 километров и некоторые более, и оттуда заряжен, называется он сокровище Ра. Ра это речь Бога, вибрации божественного Бога, творение. И они дают как раз конструкцию золотого сечения на тверди земной, на тех или других территориях, где есть это, где присутствует и дано владельцам непосредственно это золото. То есть не
украдено, не, так сказать, мошенничество, это не даст ничего. Это небесная система, ее обмануть невозможно. Там юристы там ничего не сделают, это бессмысленно. Юристы пусть юродуют в тех системах, которые сейчас сворачиваются, сами себя ликвидируют, уничтожают. А мы с этим процессом, так сказать, тоже занимаемся. Вот, и здесь тогда будет там вот это вот развитие, да, вот это вот понимание. Энергетически человек будет воспринимать этот источник. Этот источник нужен до того времени, пока мир человеческий и тот отрезок Земли, на котором нас поселили и дали нам это за современную карту, выйдет уже в другие вибрации. Вибрация – это частота, частота – это мерность, то есть выйдем на нужную мерность, и в той мерности, когда нас уже вот этот источник опять вознесет в наше естество, от которого мы пришли, небесное естество, когда мы туда придем, то источник выполнит свою задачу. И человеку уже не нужны будут обмениваться этими бумажками и так далее, потому что он небесный, он в сознании понимает, и за честь будет, как раньше. Помните, в деревне строили дом? Человек просыпался, соседям дом строят, пойду-ка и мальчишки там помогу, это же так хорошо, дядя Вася дал гвоздь, забил, да тут дал этот. И когда приходишь, помогаешь, а потом он благодарит столом каким-то там, выпивкой в советское время, да, еще что-то. Это люди творчески себя реализовали, и они обрели, они ощутили, скажем, со временем кайф от этого, сочастие, счастье, потому что сделали правильный поступок, помогли другому. И вот так, помогая другому, это нормальное небесное общество. Когда говорят, пришли паразиты, говорят, зачем он тебе нужен, подумай о себе, подумай. Они не делают хуже тому, кому нужен. Они делают хуже тому, кому говорят, подумай о себе. И когда он начинает думать о себе, он становится бес. Он разделен, он бесовской. Он выделен, он оторвался от небесной системы, от совести, от знаний, от божественных энергий, любви, развития, творения и так далее. Все, он начинает быть кем? Жертвой настоящей. Но с кучей бумажек, которые когда-то он тратит, что-то делает, что-то там фотографируется на фоточках, он крутой туда-сюда. На самом деле возьми, вот как Шуваловых и всех остальных, а вот потом в душе надо после них стоять и говоришь, нифига. У меня есть один очень близкий мой брат, да, с Кавказа, его бабушка ведунья, и он сам такой парень ведический, бабушка была, она его воспитывала. И вот он говорит, на всю жизнь запомнил, когда, говорит, бабушка мне сказала, говорит, посмотри, говорит, внучок, вот видишь горы, да, вот представь себе эти горы, все золотые, говорит. Ты отдашь свое зрение за эти горы? Он говорит, нет. Зачем зрение? Он видит все. Он все это богатством, всем этим владеет, ощущает, и это его радость каждый день, да, а он отдаст за какие-то вот эти там миллионы тонн вот этого вот зачем? Понимаешь, есть оно и есть, и хорошо. Я его чувствую, хоть даже будет он на Луне там или где-то еще. Все равно чувствуешь его. Если ему нужно его чувствовать, ты его чувствуешь, потому что он есть у тебя в сознании. А если есть сознание, оно есть в тебе, в твоей вселенной. Зачем? И вот когда человек начинает уже понимать о том, что вот эти вот вещи, наше детство, наше естество, это и есть правильное восприятие мира, да, вот когда начинает ориентироваться, вот, понимаете, помните, как говорил Радомир Христос, говорит, для того, чтобы войти в Царствие Небесное, надо стать ребенком. Либо тот, который вот в страстях бегает вот в этих бесовских и в миру, гоняется как безумец за морковками вот этими искусственными, да, значит, легче, говорит, верблюду пройти в ушко иглы, чем этому человеку попасть в Царствие Небесное, потому что он реально не понимает и не видит, и не чувствует, самое важное. А душе человеческой нужно просто понять, осознать этот опыт, увидеть эти ошибки, а еще лучше их исправить, эти ошибки здесь, чтобы люди в этих ошибках не блуждали от воплощения к воплощению, понимаете, и не становились продуктом пищевым для паразитов, и не участвовали в этой вот пищевой цепочке, да, разного уровня, от энергетической до платонической и так далее. А когда на сегодняшний день начинаешь поднимать материалы и имеешь посвящение о том, что
Оказывается, у нас очень много стран ганнибальных тут, понимаете, Да. много очень ганнибалов, да еще эти каннибалы некоторые возглавляют комитеты Организации Объединенных Наций, понимаете, защищая, так сказать, права, какие права человека? У них человек это бифштекс. Вот. О чем? Как где соответствие? Кто их назначает, ставит? Темная знает. Вот это хазария. Я бы хотел также сказать нашим дорогим зрителям и вам тоже, что сейчас информация наполнена по поводу все там есть там портал Бенджамина Фулфорда, портал этого, того, 5-10, они вот свою логику выстраивают, ведут, все время идет борьба, там тут Трамп, значит, такой большой на кораблях, тут этот и так далее, вот эту иллюзию вешают в голову людей, да, люди переживают, как сериал. Санта-Барбара смотрят, а что скажет Сиси Кэпфелл в следующей серии, а где Том Круз, его 2 серии не было. И вот люди погружаются вот в это вот. И лишь бы, так сказать, увести их от той реальности, которую творит человек сам. Вот, и от их функций вообще творения этой реальности. Я не хочу этих Фулфордов никого обсуждать, они, может, правильные темы поднимают и ведут человека к определенным, так сказать, обратите внимание, вот эту дверь вы ее не видите, но вы можете войти, увидеть и посмотреть. Только не заблудитесь и верните назад, потому что есть еще много других дверей. Да? Вот. А я хотел бы сказать то, что когда человека начинают, поводыри некоторые, да, проплаченные, запрограммированные по той или иной программе, хватать, они не хватают его за руки, за ноги. Не хватает его сознания. Потому что все паразиты, хоть и говорят уничтожить человечество, а без души, без человека они не будет реальности. Просто ничего не будет, все рассыпется. И сами паразиты рассыпятся. Убив хозяина, они подыхают. Могут, конечно, коконом впасть в какой-нибудь анабиоз, чтобы потом, может, когда-то повезет, найдут другого, так сказать, хозяина. Бывает такая форма паразитов, да? Мы видим их в фильмах фантастических. Но это тоже не путь существования, это просто программа. Паразит изначально запрограммирован самоликвидироваться. Только он в эту программу втягивает хозяина. И не просто на каком-то физическом уровне, и на физическом это есть. Он выделяет нейротоксин, заставляя кушать мясо, курить сигареты, пить водку и так далее. То есть человек, когда проглотил токсин, он отравил организм. Паразиты были созданы для того, чтобы избавлять тела и плотно-материальные, и тонко-материальные от токсинов. И если человек наполнился токсином, то обязательно он приглашен паразит уже автоматически. Этот паразит должен съесть токсин, он питается, и выйти из этого тела. А вот некоторые, так скажем, некоторые деструктивные, я бы сказал, нехорошие, знающие вот эти уровни программирования, запрограммировали паразитов немножко по-другому, чтобы паразит не уходил, а паразит обрел некую программу, интеллект. И вот этим интеллектом, чтобы паразит делал все для того, чтобы хозяин все время его кормил этим токсином. Он живет, пускай насколько хватит ему здоровья, но хозяин втягивается в употребление этих токсинов и кормит этих паразитов, потому что когда нет этих токсинов, паразит начинает выпускать нейротоксин, и его тянет, мозг обманывает, органы, клетки чувств, вот эти, да, рецепторы обмануты, и ему начинает это нравиться, он к этому идет и так далее. Он не задумывает, что это нужно не ему, это не его естество, это естество паразита.
И вот он так запрограммирован, просто паразит, чайник сошел с ума, да, начал биться током и вышел из строя. Но не надо каждый раз от него биться током, это вредно и неприятно. Вот это должен сознание осознать, да, что этот чайник сломался, его нужно либо починить, либо утилизировать и купить новый чайник, как вот в мире потребления сейчас есть, да. Вот, поэтому здесь происходит такая ситуация, что человек должен это осознать. Потому что его сознание, оно верховенствует над всем. И его «я» божественное, да, высшее «я» верховенствует. И когда он запрещает в своей вселенной существование этого паразита, все, уходи и так далее. И не дает ему больше приглашений, потому что употребление токсина, ты опять его позвал. Ты его выгнал и позвал. Не даешь больше этого паразита, нет, ты уже опыт с ним обрел. Он тебе нагадил и в здоровье, и в головной боли, там, допустим, пьянь, это алкоголь и так далее. И во всем и не это отвлек тебя от твоей светлой жизни, втащил в тебя вот в эту, значит, болото, в эту, значит, кнобиоз, вот этот, да, не деструктировал твою форму существования. И ты должен вернуться в человеческое сознание, то есть прекратить употреблять эти токсины, прекратить вот это курево и так далее, потому что даже в советское время, когда давались определенные очень правильные моменты по воспитанию человека, но как материального, да, так сказать, я не хочу сказать, что религии воспитывают духовность, нет, я бы так не сказал. Я вообще человек не религиозный, я человек верующий. Вера она одна, а религий много. А вот ведание Ра, как раз знания, да, вот эти все, и разговор вот с небесной высшей канцелярией, он существует. И много людей с ней общаются, осознанно или неосознанно, но они подключены к этим моментам, и таких людей называют мудрыми, кто-то называет дураками. А дурак, как всегда в русских сказках, везде побеждает, понимаете, так или иначе. Вот этот был здоровый был детина, там этот был не так, не сяк, младший вовсе был дурак. А кто, по идее, потом всем царствием-то заведовал? Это дурак, конечно. Потому что дурак, само слово, это высокое слово. Два и более ра. То есть светлый, вдвойне светлый. Много раз светлый. Понимаете, в чем дело? Светлый – это знающий. Поэтому, когда такой человек, который выходит из стандартов контроля паразитического искусственного интеллекта общества, то есть логики вот этой, да, он выходит и видит многомерность в пространстве и в энергии, в энергетике, в событийном такте, и в совести, и в чувствах, так сказать, вот эту ситуацию, он делает выбор, который никто не ожидает. Не выбор, а действие совершает, которое никто не ожидает. Но в результате, так сказать, потом, когда доходит, так сказать, до реализации этого действия, последствий этого действия, понимает, что он выиграл. Ну как так? Ну нелогично, ну невыгодно, как говорят у нас некоторые там, мощь, она невыгодна, это, ну чего ты это делаешь, зачем же тут? Тут же математика это не работает, понимаете? А выгодно, невыгодно, раз и в дамках. И вот поэтому надо понимать, что такое слово дурак. И оно всегда на Руси использовалось непонятный, но всегда правильно делает, понимаешь? В итоге побеждает. Вот дурак какой, смотри, дурачок там и так далее, дура. Я всегда всем говорю, не ругайтесь, это не слово не ругательное. Когда вы обзываете человека, который действительно делает глупость, и этим словом вы его усиливаете. И вы усиливаете, даете ему, с одной стороны, как бы позыв, чтобы он эти глупые поступки делал еще, а с другой стороны, вы же свет на него ставите, может, поумнеет, понимаете? Поэтому это слово надо применять. Как говорил Задорнов, есть хорошее слово называть на «вы» начальство. Да? То есть практически вести к нему, ставить его противником, ставить его этим и так далее, потому что в этой цепочке неестественного корпоративного права человека поставили в услужение другому, да, выстроили, нарушили равенство, значит, вот, присутствие и менее развитого, и высоко, выше развитого. Конечно, все разные, все не одинаковые, в этом и прелесть рода, что все разные, но в этой разности мы должны быть едины в системе совести, в единой системе
милосердия, сострадания, тех вот вещей, потому что слово страдание на самом деле вот все говорят, особенно вот в церквях, там превозносят эти православные, так скажем, термины, да, но только трактование уже другое. Потому что опять слово страдание – это свет немного, или слово. Свет и слово – это так же, как и любовь и люди. Оно одно и то же, вибрация. Свет – это вибрация, частота, волна, световая волна, звуковая волна, там, низкочастотная волна. Все волны, понимаете, это мир волны, мир вибрации, ра, да, ра. Это вибрация, поэтому мир, ра, даже вакуум, даже эфир, все это волна, все устроено волной. И плотно-материальный мир, тождественный человеческому телу, то же самое устроено этой волной, энергетическими решетками. Держит вот эти заряды и творение вот по конам мироздания все происходит. Понимаете? И когда мы вот говорим о том, что, значит, вот это немножко вот по слову, поэтому, когда мы говорим слово, когда мы распознаем его, когда мы делаем слово страдание, переводится как свет слова, опять живой земной небесный поток, потому что две согласные никогда не пишутся, всегда ставилась ять посередине, там, типа твердого знака такого с черточкой, а это означает земной небесный поток. Поэтому, когда говорят стра, допустим, везде надо ставить это, и это не произносится, но смысл ведется земной небесный поток, значит, живой. Вот свет живой или слово живое, да, твердь, опять живое, да, речи, Бога, а это Бог, дающий, добро дающий, там, дом дать и так дающий, Бога нашего, иже вселенского, в тебя, я тебе, не, уже я в тебя. То есть, поэтому вот это большая энергия. Любая большая энергия, она, любое чрезмерие, оно имеет воздействие.